У нас очередной выпуск новостей. Кстати, вот какой день проекта уже, не знаю, надо посчитать. Если кто-то будет считать, то надо учесть, что у нас был перерыв. Это был всем известный ковид. Поэтому, значит, он нас, конечно же, не сломал. И ни одно подобное событие также нас не сломает. Потому что срок действия патентов, я напомню, у нас 20 лет. Есть патенты, которые действуют до 2038 года. Есть патенты, которые действуют до 2040 года. И появятся еще позднее патенты, которые будут действовать и до 44 и 45. У нас еще много деталей, которые мы можем использовать так же, как наши технические преимущества, как наше техническое новшество. Поэтому такие моменты, которые у нас бывают, локдауны или конфликты на разных территориях, они нас, в общем-то, не остановят. Ну что, ребят, сегодня новости последние, и также жду ваши вопросы в чат, поэтому о новостях и к вопросам приступим. Ну, конечно же, все ждут, когда же начнет реализовываться первый этот самый объект, в том числе и я. И я этого жду, и этого очень хочу, но и не только жду, но и активные действия в этом смысле предпринимаю. На сегодняшний день у нас уже 6 вариантов, где бы мы могли расположить наш первый объект, построить его, реализовать. Каждый из этих вариантов находится на разном этапе. Вот. Ну, прям завтра заходи и строй. Один такой есть вариант, в принципе, но не все там нам нравится. Не так хорошо выглядит предложение от потенциальных наших партнеров по этому вопросу. Но сейчас мы к нему подойдем. Так, значит, мы участвовали в выставке в Индонезии, это, по-моему, январь месяц или, может быть, февраль месяц. И, значит, на наш стенд отозвалась индонезийская компания, называется она Петрогаз. Если поподробнее, то в новостях, конечно, можете посмотреть, что это за компания. То есть это государственная компания, это компания с большими ресурсами, с большими объемами добычи невосполняемых источников энергии. Но в соответствии с письмом, которое мы от них получили, что данная компания Петрогаз, она сейчас в поиске альтернативных источников энергии, она понимает, что за этим будущее. Поэтому они проявляют интерес к нашим технологиям. Задали вопрос, что вам требуется. Мы им ответили, что нам требуется земельный участок, аренда срок 8-10 лет. Ну, понятно, что аренда должна быть за символическую плату. Почему? Потому что по истечении этого срока объект, который будет создан, он будет передан, значит, безвозмездно, относительно безвозмездно, в пользование собственникам. То есть вот такие очень хорошие, очень привлекательные условия мы себе можем позволить. Почему? Потому что когда мы реализуем этот самый первый объект успешно, то, соответственно, мы начнем продавать лицензии и в таком количестве, когда это позволит нам вообще забыть про этот самый первый объект, и в жизни нашего проекта или уже тогда компании он роли особой играть не будет. Так, ну вот, это первая новость. Также вы помните, что у нас был инновационный саммит, инновационный форум, который проходил на территории Индии, и по результатам которого мы получили письмо от должность в ООН, то есть деятели ООН, в общем, на территории Индии, Сингх Ранаута. Значит, и любезно, значит, мы приняли приглашение о встрече с ним. Посетили мы город Чандигарх,
Вот, провели встречу с министром энергетики города Чандигарх. Вот, и по итогам этой встречи нам прислали письмо, где предлагается значит, заключить меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве. Новость на эту тему будет также на сайте в скором времени. Вот. И здесь также высказывается заинтересованность в инновационных способах получения электрической энергии. Условия, на которых мог бы быть реализован объект, он в принципе для всех одинаковый. То есть говорить, дайте нам там, бесплатно земельный участок, в условиях рыночной экономики во всем мире это не так хорошо укладывается в головах министров или тех людей, которые принимают решения, да, которые в этом участвуют. Ну, когда говоришь, мы просто готовы взять его в аренду, значит, на 8 лет на этом участке реализовать такой-то, такой-то объект, который будет генерировать электрическую энергию, а энергию, которую он будет генерировать, мы будем вам продавать по цене в 2 раза ниже рыночной. Вот. И такие тоже условия есть. Такие условия, конечно же, они им кажутся достаточно привлекательными, и это вызывает интерес. Кто-то, кстати, высказывал критику, что вы еще ветер не построили, а уже воду запустили. Но, как я и говорил, что это на самом деле параллельно все может делаться. Почему? Потому что выставку, если мы оплачиваем в Индонезии, мы могли участие принять с одним проектом, а мы там с 3 проектами на той же самой территории и за те же самые деньги. Поэтому это выгодно для всех проектов. Ну а здесь уже сложилось так, что и вода, и ветер объединены в настоящий момент в один объект, именно в качестве демонстрационного. Я напоминаю, что эти технологии они могут существовать друг от друга отдельно. Вот. Ну и ускорит ли это или притормозит реализацию? Ну, конечно же, ускорит. Посмотрите, какое количество интереса теперь этот объект вызывает. Почему? Потому что если мы говорим о высотном жилом доме, где используются новые технологии, то там сразу возникает вопрос, а на жителей дома не будет ли вредного воздействия, там, электромагнитного излучения, или какие-то скрипы, шумы и прочие вещи. А здесь у нас объект нежилой, поэтому это очень хорошая история для того, чтобы показать эту технологию, понимаете. Работать она может отдельно друг от друга. Да. Поэтому это все взаимопомощь, взаимовыручка, и в конце концов какой-то проект реализуется раньше, и будут доходы у этой компании раньше, чем у другой, допустим. Допустим, у ветра будут доходы раньше, или у воды будут доходы раньше, или у транспортно-логистической системы тоже могут быть раньше доходы. Это абсолютно не исключается. Транспортная логистическая система, она не настолько популярна у наших инвесторов, но это не потому, что она слабая какая-то или сложная, потому что пока ее, как-то ее не понимают, она настолько простая, что некоторые люди только лишь через год говорят, я понял, это же великолепная идея, это просто великолепная идея. Поэтому эти проекты, они друг друга страхуют. Страхуют в чем? То есть если мы продали лицензию на транспортно-логистическую систему, а для этого нам объект, как вы понимаете, значит, в реальном масштабе не обязательно совсем даже строить, да? Потому что здесь можно любой застройщик-девелопер, проведя мысленный эксперимент, поймет, что это работать будет точно. Вот. Даже не будучи ни физиком и ни механиком, да? Но обладая определенным объемом фантазии. Вот. И, соответственно, по проекту «Ветер и вода» лично, допустим, если я получил доходы на свои значит, акции, доли в проекте, которыми я владею, я вполне могу уже вернуть вложенные ресурсы вот, и просто сделать возврат. Возврат в том смысле, что не возврат, что спасибо вам, до свидания, а в том смысле, что вот ваши инвестиции, а теперь нужно будет еще дождаться прибыль. Так, ну что, еще есть у нас очень крупная компания, CE Holding называется, да, вот, Diamond Developers, CE Институт, у них тут целая структура, да, целая структура компаний, предприятий. Это очень крупный застройщик, который ведет работу на территории Дубай, Шарджи, Оммана, Кувейта, планирует поселок в Саудовской Аравии строить, планируют, или уже, по-моему, даже начали на Кипре строить поселок.
Также у них есть планы в США реализовывать подобные проекты. Принципы основные – это использование возобновляемых устойчивых источников энергии, значит, повторное использование воды, минимальное количество нанесения вреда окружающей среде, значит, такими поселками. Да? Сегодня у нас в Инстаграме, на Ютубе появился ролик, где мы были с нашим главным архитектором Русланом, значит, на этом объекте. Это было буквально 3 дня назад. Вот. Мы познакомились с местностью, увидели ту территорию, где этот объект может появиться, и создали вот этот промо-материал, который мы адресовали как в Sea Holdings, так и, собственно, нашим инвесторам и всем желающим для знакомства. Но данная компания выставляет некоторые условия, что она хочет иметь монополию на страны GCC после успешной реализации этого проекта. Вот мы вам землю выделим, мы, в принципе, уже согласовали наличие такого объекта. Хотя ранее у меня была информация, что в Омане нельзя строить высотные объекты, что там есть какие-то запреты. Ну вот от них информация поступила, что разрешение такое у них уже имеется. Одобрение они имеют, заходи и строй хоть завтра. Но с условием, что мы будем, все проекты, которые будут заходить из стран GCC, страны GCC — это страны арабского мира, Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия, вот, что там еще? Ну и Арабские Эмираты, да. Вот, ну, мы как бы приняли во внимание их предложения, вот, рассмотрели, даже у нас уже составлена дорожная карта, как это могло бы быть, да. Значит, и вот подготовлена концепция для Омана, да. Поэтому мы их предложение принимаем, мы его не отвергаем. Вот. Но оно наиболее такое близкое к тому, чтобы начать этот объект, но оно не самое лучшее. Наверное, оно даже занимает последнее место по привлекательности в качестве того, чтобы согласиться на условия и делить с ними доходы вот, от стран, от арабских стран. Но с другой стороны, все арабские страны, вот, кстати, численность жителей какая? По-моему, так, 20, 10, ну, может быть, 80 миллионов, наверное, наберется человек. Я, кстати, такую статистику не смотрел, но понимаю, что цифра не глобальная. Цифра не глобальная от объема населения нашей планеты. Поэтому, ну, будем продолжать переговоры с нашими потенциальными партнерами вот, по выделению такого земельного участка. Возможно, какие-то новые еще появятся. Мы уже в ближайшую неделю выпустим такой ролик, официальная оферта, он будет, так сказать, называться, да, где будет рассказано, что вот мы, стартап, значит, запатентовали новые технологии и имеем желание и планы их реализовать вот, на любой территории. Вот. Это, в принципе, может быть территория любого государства. Ну, условие такое, что эта территория она должна быть доступна для тех, кто будет желать посетить этот объект после его реализации, для знакомства с технологией, чтобы они могли убедиться, что там энергия действительно вырабатывается, что он не производит каких-либо шумов, что он действительно экологически чистый и он стабилен в своей работе. Вот. Эта территория она должна быть доступная. Также буквально неделю назад я побывал во Вьетнаме. Есть там 2 земельных участка, о которых нам сказали. На одном из них я побывал. Вот. Это находится... Так. Вот название новое для меня, да? Это, в общем, находится в 86 километрах от Ханоя. Вот это я помню точно. Вот. Значит, потому что брали мы там машину на прокат и посетили этот самый земельный участок. Кстати, вот постоянно во Вьетнаме все сигналят на дороге.
Я вот проехал там, не знаю, 250, может быть, километров, ни разу не пользовался сигналом. Вот так хочется эти все пипикалки выключить просто. Это такой шум техногенный, такой он неприятный, некомфортный. Но Вьетнам — это уникальная природа, конечно, очень добрые люди, отзывчивые, позитивные впечатления. Значит, да, состоялось знакомство с собственником земельного участка, состоялось знакомство, собственно, непосредственно с самим земельным участком. Да. На этом земельном участке вообще планируется завод по производству бутилированной воды, и этому заводу нужна электрическая энергия. Поэтому мы получили предложение о том, что данная компания вьетнамская нам готова предоставить 3 гектара земли. Они требуют, просят нас предоставить, значит, документацию проектную. Кстати, а можно мне проектную документацию? Так, у нас оператор один в наушниках. Руслан, дай, пожалуйста, документацию проектную. Ага. Да, такая проектная документация у нас, она имеется. Это мы их запрос удовлетворим. Также они просят некоторые подтверждения. Вот, да. Ага. Спасибо. Все. Ага. Ну, в общем, у нас альбомчик прирастает. Да. И комплект как раз вот вовремя, да. Как раз вовремя весь комплект необходимых чертежей, ну, что касается строительного объема, у нас на самом деле он имеется. Очень много цифр, таблиц. Работа проведена серьезная, в том числе участвовал в ней институт, Московский государственный строительный университет, вот, лаборатория аэродинамики, где мы получили цифры о нагрузках, значит, ветровых на объект. Значит. В общем, в принципе, все достаточно вовремя складывается. В общем, в течение недели мы удовлетворим запрос от наших вьетнамских друзей, предоставим все им документы. Значит, если возникнут дополнительные вопросы, конечно же, мы на них ответим. Ну и давайте не будем забывать, уже больше года назад мы подписали с президентом Хоккейной федерации Бахрейна соглашение о том, что, значит, нам будет рассмотрен вопрос для того, чтобы выделить земельный участок на территории Бахрейна, где использовался бы наш объект и хоккейная арена. Вот, данный договор, он существует, он работает, и по заверениям, собственно, наших партнеров, значит, процесс там идет, тихо, медленно идет. Ну, на скорость его я повлиять не могу, но тем не менее интерес у них остался, и никуда он не делся. Может быть, и через неделю позвонят, скажут, что мы тут многие вопросы согласовали, поэтому, пожалуйста, посетите нас для продолжения работы. Так, ну и что? Значит, мы не будем забывать о том, что у нас также концепция подготовлена для Дубая, вот, где мы просим в районе солнечного парка, солнечный парк в Дубае, это 4 на 4 километра солнечные панели, да. Он вырабатывает сегодня, значит, 1200 мегаватт. Дополнительно строится сейчас 456 мегаватт солнечные станции. И планируется еще на 1200 мегаватт. И, кстати, знаете, сейчас в Дубае попрохладнее стало, чем пару лет назад, да, чем год назад. Сейчас здесь делают искусственные дожди, облака. И мы сегодня подумали, если то есть удовлетворяется такой вопрос, как отсутствие солнца, палящего солнца, которое тут очень, конечно, выжигает все и всюду, да, то тогда возникает проблема, что солнечные панели недополучают солнечный свет. Так вот мы пошутили, но и это в том числе может подтолкнуть к поиску каких-то новых решений для получения электрической энергии. У нас буквально в течение недели также выйдет новость. Была встреча у нас с шейхом Хашером, значит, здесь на территории его резиденции, мы еще раз напомнили, что у нас есть хорошие технологии,
что у нас эти технологии подтверждаются авторитетными научными сотрудниками, значит, и есть на эту тему видеоинтервью от них, что технологии действительно имеют перспективу, что от них ничего не требуется, кроме одобрения реализации такого проекта и, собственно, земельного участка. В ответ, значит, мне сказали, что я думаю, что эту технологию Министерство энергетики одобрит. Вот. Но сейчас праздник, всем известный праздник, да, значит, Рамадан. И фактически трудовую деятельность никто не ведет. После окончания праздника обещали мне в течение пару недель такую встречу организовать. Поэтому вполне возможно, что это все-таки будет Дубай. Ну и плюс ко всему мы выпустим этот самый ролик, где будет рассказано о том, что мы делаем, как мы делаем, что мы предлагаем. Вот. Мы попросим наших инвесторов его максимально распространить в компании, деятельность которых совпадает с нашей, то есть энергетика, там, и строительство и так далее. Возможно, мы еще также получим какие-то предложения. Но в любом случае, чем больше предложений у нас будет на столе, тем шансов на то, что мы приступим быстрее, увеличиваются эти шансы, и быстрее реализуем объект. Но сами понимаете, что выбор земельного участка — вопрос это очень серьезный. Мы должны иметь полные гарантии, что нашу работу впоследствии никто не остановит, и мы сможем его в спокойной, нормальной обстановке реализовать. Поэтому в каждой стране законы свои, и что там может возникнуть, какие вопросы, я не знаю. Но как только мы получим хорошие условия, хорошее предложение, как только мы будем уверены в том, что это то самое место, где нас ждут, где хотят это увидеть, хотят это узнать, мы, конечно же, сразу же приступим. Так, ну и что, ребят? К вопросам, да? Ага. Так, ну что, я вижу много приветов. Значит, и Симона, и Джалам. Так. И Велена, и Колладе. Кстати, вот почему-то, когда эфир заканчивается и остается на YouTube, комментариев, которые здесь написаны, их почему-то уже не найти. Это, к сожалению. Так, Максим. Ага, так, вопросы. Так, я вижу вопросы на английском. Вот, я попрошу, кто у нас тут сейчас на эфире присутствует из наших ребят, попрошу сделать перевод, чтобы вопрос был понятен безошибочно. Так, ну вот, вижу, Дора пишет. Значит, будем ли мы в будущем получать отдельную прибыль от 3 проектов или общую? Да, это, конечно, будет отдельная прибыль, потому что это 3 абсолютно отдельных друг от друга технологии. Да, они мне принадлежат, но у каждой технологии, то есть тот, кто является владельцем этой технологии, тот, кто инвестировал именно в эту технологию, он, конечно же, от нее получать и будет. Но, как я уже сказал, что один проект может страховать другой проект, ну, в плане возврата инвестиций, но человек, если проинвестировал в проект «Вода», а мы, значит, продали лицензию по транспортно-логистической системе города, конечно же, мы на проект «Вода» эту прибыль распространять не будем. Это абсолютно нелогично. Так, ну что там у нас дальше? Так, Руслан пишет: я не верю в возобновляемые источники энергии. Атомные электростанции — единственно правильный выход. Ну, я вот опровергну эту информацию. И если вы погрузитесь в эту тему поглубже и почитаете исследования на эту тему, то совсем даже наоборот. Ну, во-первых, атомной энергетикой обладают сегодня только так называемые развитые страны. Вот, а их можно посчитать по пальцам, то есть это США, Великобритания, Франция, Россия, Украина. Ну, в Болгарии есть одна станция, в Финляндии 2 станции есть атомные, в Китае есть атомные станции.
Так, что у нас? Ну, в общем-то, это достаточно малый круг стран, во-первых. Во-вторых, э, доля атомной энергетики в мире составляет, по-моему, порядка 20%. Вот. И, соответственно, срок службы одного атомного реактора порядка 40 лет. И сейчас действует в мире около 400 атомных реакторов, и они уже ресурс вырабатывают свой, да, некоторым уже и больше 30 лет. А за последнее время, на самом деле, атомные станции новые практически не строятся. То есть, ну да, в Китае есть, где-то вот в Турции не так давно ввели. Но такие страны основные, как Франция, их не строят. Вот. Там, по-моему, порядка 90 атомных реакторов, да. Значит, США, самый крупный владелец атомной энергетики, они также атомные станции новые не строят. В Германии их закрывают уже. Вот. В Китай на самом деле больше выпускает. Китай в год, кстати, выпускает порядка 7 мегаватт солнечной энергии, солнечных панелей на 7 мегаватт и ветроэлектростанции на 9 мегаватт. Это больше, чем строится атомных реакторов ежегодно, понимаете? То есть их практически уже не строится. Поэтому переход на возобновляемые источники, вот, он очевиден. Вот, этот переход есть, он будет, и атомная энергетика не является спасением. Может быть, для каких-то отдельных регионов, да, они решают эти вопросы и решат их надолго, эти вопросы. Тем более появились технологии, когда уран отработанный, его повторно обогащают и используют его еще даже, он более качественный становится. Но это не относится ко всему миру, это относится к отдельным странам. Да? Поэтому, ребят, в мире живет порядка 8 миллиардов человек. Вот. Если мы говорим про Африку, там дефицит электрической энергии вообще порядка 70%. Да? Соответственно, никакая экономика развиваться не может, когда электрическая энергия в дефиците. А если экономика развиваться не может, то тогда люди не могут получать доходы, не могут строиться школы, больницы и так далее. Поэтому электрическая энергия — это вообще номер один. Это ресурс номер один, который нужен многим. Мы же предлагаем такое локальное устройство, которое, ну, если мы говорим про наш прототип, это 3 мегаватта, высота 156 метров, да. Значит, но это устройство, оно может быть масштабироваться. Вот, оно может быть отмасштабировано, и размер его может быть увеличен, и срок строительства у него намного меньше, чем у любой атомной станции. Специалисты, которые требуются для обслуживания такого устройства, это тоже намного проще, чем специалист в вопросах атомной энергии. Плюс ко всему, полное отсутствие какой-либо опасности для нанесения ущерба окружающей среде. Поэтому мы здесь точно выиграем. Вопрос только в том, чтобы реализовать этот самый первый объект как первый лифт, на котором нужно прокатить девелопера, который привык строить 3-4-этажные здания, показать, что есть такое устройство, как лифт, которое занимает небольшую долю в объеме строительства жилого дома, и этот девелопер возьмет в руки калькулятор и посчитает, что если он на участке реализует 4 этажа, то он получит прибыль, допустим, 2 единицы, а если он реализует на этом участке 14 этажей, то он прибыль может получить там 10 единиц. И калькулятор здесь просто заставляет его использовать. Нравится он ему, этот лифт, или не нравится, хочет он его или нет, но просто калькулятор его заставляет. Вот. Если он не будет использовать эти новые самые технологии, то тогда, соответственно, компания его перестанет приносить прибыль, и конкуренты, они его опередят. Поэтому здесь не вопрос того, что мы хотим понравиться кому-то. Мы просто должны показать в реальном объекте первое устройство, и они вынуждены просто будут его использовать. Так.
Так, Александр пишет: Денис, здравствуйте, я правильно вас понял, то есть если мы строим здание, которое будет вырабатывать энергию, то мы сможем продавать эту электрическую энергию и получать дивиденды? Нет, Александр, у нас поинтереснее ситуация. То есть мы должны реализовать первый объект. Продавать энергию, когда, если мы арендовали участок там, на 8 или на 10 лет и за половину стоимости, да, конечно, все доходы, которые будут поступать в результате деятельности компании, конечно, эти расходы, они будут относиться к нашим инвесторам. Другое дело, что от продажи самой по себе энергии, наверное, доходы не будут столь высокими, да, как если мы продали бы 100 лицензий на такие объекты, да, или там 200 лицензий, а может быть и 500, а может быть и 1000. То есть, поэтому, ну, вы правильно говорите, да, то есть первый объект, если мы реализовали, и он генерит электрическую энергию, а эта электрическая энергия генерит денежные средства, то, конечно, они напрямую относятся к собственникам. Так, обратились за заявлением о возврате. Возврат одобрили, но уже несколько раз откладывали эту дату возврата. Большие траты компании. Да, Игорь, на самом деле, смотрите, бывают случаи. У нас за всю историю, ну, наверное, случаев, может быть, 50, может быть, было таких обращений, ну, по разным причинам. В основном это у людей такие причины уважительные. Вот. Но были некоторые заявления, которые говорят: нет, все, я не верю, я ухожу. Ну, ничего страшного, в принципе, в Apple тоже, по-моему, был герой такой, который продал свою долю, там, не знаю, за $2000 или за $200 и вышел, да, из проекта. Это нормально. Вот. Это нормально. Ну, а по поводу возврата, значит, если мы откладываем, то действительно, на самом деле, сейчас очень большие расходы идут. Вот. Почему они такие большие расходы на патентование, мы об этом будем говорить, ну, примерно так в месяце. Потому что пока об этом рано говорить. Но это будут хорошие, это инвестиции в патенты и, соответственно, в каких странах мы их получили. То есть бывает так, когда мы получаем одобрение на выдачу патента, но нужно оплатить там, некоторые пошлины. Да? Ну, если этих стран достаточно много одновременно, то там и суммы достаточно большие. Поэтому мы вам не откажем. Вот. Но мы это сделаем только тогда, когда мы удовлетворим все запросы по платежам. Потому что если мы будем использовать другой сценарий, то тогда будут риски того, что мы не оплатим вовремя что-то, и мы где-то можем не получить патент. А такие риски мы допустить не можем. И если бы мы собрали собрание всех наших акционеров, да, ну сейчас как бы акционерами рановато говорить, еще акционерное общество не организовано, ну всех наших инвесторов, если мы собрали и провели голосование, и был бы на повестке вопрос о том, что вот прямо сейчас вернуть средства Игорю, да, или вернуть ему, ну, только тогда, когда мы все платежные требования удовлетворим, ну, сами понимаете, что большинство проголосовало бы за то, чтобы сначала, конечно, проект. Корабль должен плыть, должен идти, шагать, это в интересах большинства. Поэтому вы, пожалуйста, подождите, мы вас нисколько не игнорируем. Мы доброжелательные, мы абсолютно открытые. И вот видите, есть у нас прямой эфир, где любой желающий в прямом эфире может задать вопрос, и никто этот вопрос не удаляет, поэтому просто подождать нужно. Так, значит, вопрос такой. Ага. Так, при переводе долей в акции доля будет равняться одной акции. Спасибо. Ну, смотрите, вот, допустим, мы посчитали, что вы владеете там 1% компании, это выражается там в 300 тысячах долей, да? Но мы когда, то есть как этот будет процесс происходить? Мы получили патенты по всему миру. То есть не по всему миру, а в те страны, куда мы сделали заявки. То есть мы все уже окончательно подвели итоги. Допустим, мы 75 подали,
в 60 получили, 15 не хотят давать по каким-то причинам, там, или не хотят такую монополию на своей территории иметь и так далее. Ну, там, допустим, требуются какие-то судебные разбирательства и так далее. Мы понимаем, что это надолго все. Допустим, мы 60 этих стран получили патенты. Эти патенты подлежать будут оценке. Значит, эта оценочная стоимость ляжет в основу, значит, войдет в уставный капитал этого акционерного общества, и мы тогда получим возможность сделать эмиссию акций. Допустим, у нас там количество будет отличаться. Вот, допустим, у нас будет в 3 раза меньше акций, чем мы долей продали. Но мы всегда же можем, не всегда можем, а мы так и будем делать. То есть мы посчитаем долю, значит, в проекте в процентах, и в этом самом акционерном обществе вы получите тот же самый процент. Поэтому здесь рисков каких-либо нет. То есть в процентном соотношении это всегда цифра останется одной и той же. Так, вопрос от инвестора. Какие новости по Вьетнаму? Так, ну по Вьетнаму новости я уже рассказал. Наверное, вы чуть раньше задали вопрос, а я только сейчас до него дошел. Так, ну, пишет Сеньор. Ну да, кстати, это у нас наш сотрудник, он пошел учиться на пилота. Вот. Значит, да, Георгий Знаменский, да, очень трудолюбивый, честный человек, который делал просто великолепные модели. Это просто, на самом деле, целое искусство. Он имеет большую тягу к самолетам, и вот он сейчас учится на пилота. И связь там не теряет, и вот здесь в прямом эфире пишет. Георгий, приветствую. Так. Так, назовите, пожалуйста, полное название VADA Technology. То есть, ну, я так понимаю, что как-то расшифровать эту аббревиатуру надо. То есть, если у нас ветер, Wind Energy Technology Air Renewable, да, расшифровывается, то VADA, честно, пока она никак не расшифровывается. Может быть, у вас какие-то будут варианты. Ну вот VADA просто хорошо звучит, и слово достаточно уникальное, потому что в английском словаре такого слова нет. То есть написано латинскими буквами, а слово очень, оно такое славянское, да? Может быть, кто-то придумает. Пока некогда, ребят, на это дело. Так, благоприятные сегодня новости. Календарь показывает, что праздник завершился вчера, так как к следующему эфиру уже можем ожидать новостей по началу строительства объекта. Ну нет, на самом деле праздник не вчера завершился, а в пятницу. В пятницу он завершится. Сейчас, если вы побываете в Дубае или в любой другой мусульманской стране, вы увидите, что вообще на улицах никого нет, значит, в магазинах никого нет, все празднуют. Так, ну что, ребят, вопросы на сегодня уже, я вижу, закончились. Вижу тут, так, ну, на английском вопрос, который мне почему-то никто не перевел. Ну, давайте я сейчас пойму. Так, здесь речь идет о том, что это очень интересный, значит, проект, и который должен иметь хорошую перспективу, учитывая то, что он не имеет выбросов углекислого газа, и я вам дам хорошую поддержку. Да, это пишет Аман Чал. Так, ну и Samsung нам присылает медальки. Спасибо, ребят, за поддержку. Возможно, следующий Zoom будет с какими-то новостями, которые уже обозначат территорию. Вот. Может быть, не Zoom, а прямой эфир, да. Может быть, следующий эфир пройдет в том же режиме. Ребят, я не знаю. Мы все не знаем, что будет завтра. Абсолютно никто не знает. И хорошо, что это так, потому что если бы мы знали, нам было бы всем скучно. Но я могу быть уверен в том, что наша команда, значит, ведет активную работу, ведет ее с большим желанием, с большим интересом. Вот. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И, как показывает статистика мировая, те люди, которые продолжают двигаться вперед, идти вперед, значит, они обычно достигают своих целей. Ну, а мы с вами это делаем.
То есть я со своей стороны делаю то, что я должен делать, а вы со своей стороны делаете то, что вы хотите делать. А сейчас вы смотрите этот эфир, значит, вы этого хотите, значит, вы нас поддерживаете. И значит, вы также вместе с нами совершаете такую работу, которая должна привести нас к результату, к общему, позитивному. Поэтому, ну, всем, ребят, спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.